Приветствую всех на канале Реальный Харьков. Харьков готовится ко дню города. 23 августа 2025 года город отмечает свой 371 год. В городе уже давно идет подготовка к празднику. Устанавливают флаги и украшают улицы. Преимущественно центр города. Впрочем, как и всегда. Но не все так гладко и хорошо в нашем Харькове. Как вы, наверное, знаете, 18 августа из-за атаки российских дронов по жилому кварталу Харькова погибли 7 мирных харьковчан. Среди них 2 детей. Еще 24 человека получили травмы и ранения. Среди них 6 детей. 2 человек удалось спасти из-под завалов. А так проходит минута молчания в Харькове. Как видите, не все харьковчане ее соблюдают. Но, несмотря ни на что, Харьков продолжает готовиться не только ко дню города, но и ко дню государственного флага, Дню независимости и Дню освобождения от нацистских захватчиков. Эти праздники приобретают особое значение в свете героической стойкости, которую город демонстрирует с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вы видите сейчас кадры подготовки улиц и площадей города к праздникам. Харьков – символ несокрушимости и героизма. Харьков поразил и вдохновляет мир своей стойкостью и мужеством в условиях войны. Харьков – это пример того, как сохранять дух и силу народа. Но самое главное – это особые люди, которые, несмотря ни на что, верят, живут и только здесь видят свое будущее. Город невероятной архитектуры и невероятных людей, которые просто без ума от своего города, в котором живут. Всегда яркий и пышный праздник уже в 3-й раз заменили звуки сирен. Для харьковчан День города – один из самых больших праздников. Трудно найти тех, кто также преданно любил бы свой город, бесконечно рассказывал о его чистоте и аккуратности и порывался туда в моменты тяжелейших обстрелов, или не покидал Харьков вообще. Для тех, кто не знает, День Харькова стали отмечать с 1987 года. Идею празднования Дня города вел председатель Харьковского горисполкома Степан Соколовский. Он позаимствовал эту идею у итальянцев. Однако тогда и еще 10 лет День города отмечали 20 сентября, а 23 августа выбрали в 1997 году. Тогдашний мэр Михаил Пилипчук предложил объединить День города с Днем освобождения Харькова от нацистов. 23 августа 1943 года город Харьков был освобожден от немецких войск
И каждый год 23 августа отмечается еще и День освобождения Харькова от немецких захватчиков. Площадь возле театра оперы и балета имени Лысенко также украшают и наряжают к праздникам. Многие представители патриотического сообщества были недовольны датой, ведь она совпадает с днем флага и полностью перекрывает День независимости, который должен быть главным праздником лета. Но не в Харькове, где громко, с парадами и фейерверками отмечали всегда День города, а в день рождения страны уже оставались только официальные возложения цветов. К тому же историки и краеведы доказали, что 23 августа 1943 года советские войска установили флаг над Госпромом, но до полного освобождения города было еще долго. Сейчас большинство историков и краеведов согласны с тем, что немецкие войска окончательно покинули город 29 августа. Так что даже если разъединить День освобождения и День города, празднование освобождения следует все равно перенести с 23 августа. Вообще, это очень сложная тема, которая постоянно поднимается каждый год на 23 августа. Горожане не то чтобы агрессивно, но с недоверием реагируют на то, чтобы этот праздник вообще убрать. Вдоль улицы Сумской высадили новые деревья, более стойкие к жаре и климатическим изменениям. Вот так было до, и так стало после. Харьков – город силы. Он живет, строится, восстанавливается и дарит надежду каждому, кто здесь. Несмотря на вызовы и трудности, наш город продолжает быть примером мужества и любви к жизни. Харьков сегодня – это люди, которые каждый день творят будущее. Харьков приготовился и ждет праздники. Все только начинается. Люблю своє місто, люблю радян і роблю все для того, щоб наше місто було успішним. Щоб мир був у нас в стране. Харьков мы все любим, это наш родной город, и поэтому мы его будем защищать везде и всегда. Для меня это работа ежедневная, общение с людьми – это самое главное, чтобы люди тебя понимали, и мы могли встречаться с ними с улыбкой. Харьковчане говорят как национальность. У нас добрые, красивые, очень справедливые люди, патриоты и страны, и города. Чтобы все были живы, здоровы, чтобы все было хорошо.
Харьков.